Всем привет! Сегодня в видео я расскажу о последнем обновлении и некоторых функциях, которые добавили ранее. 13 января игрокам на почту пришло письмо об обновлении, которое содержало в себе 8 пунктов. Мы пойдем по порядку. Первый пункт – это возможность обменять лагерь, а если быть точнее, вашу фракцию на другую. Заходим в помощь духов. Обратите внимание, теперь сверху видно не только универсальные фракции, но и конкретно итемы этой фракции. Выбираем преобразование, ставим фракции, которые хотим поменять местами. Принцип такой же, как и у героя. Фракции поменяют местами свой уровень, но для этого нужен приказ о преобразовании лагеря. Пока что в доступных пакетах его нет. Идем дальше. Функции редактирования, которая включает в себя два пункта. И той функции игрокам давно уже не хватало в игре. Первое – это очереди похода внутри города. Ее можно включить в настройках, опции и убрать галочку «Скрыть очереди в городе». Также в опциях мы можем увидеть еще одну полезную функцию, о которой разработчики нам не писали. И неизвестно, когда ее добавили, но она есть. Игроки давно просили возможность убрать бегущую строку, и теперь это возможно. Второй же пункт содержит в себе функцию быстрого пропуска. Когда мы выходим на карту, над чатом есть местоположение, поиск, добавление координат в избранное и новая функция пропуска. С помощью нее мы можем перейти в разные области игры, не заходя в город и не нажимая на свой замок, то есть из любой точки на карте. Очень полезная кнопка, особенно для войны, так как содержит в себе гарнизон, лазарет, храм, алорди, обе пещеры и другое. Думаю, в будущем разработчики еще доделают эту функцию, и мы сможем убрать лишнее из нее и поставить удобный себе порядок, а возможно и добавить еще что-то. Идем дальше. Ранее уже в интерфейсе отряда добавили функцию, которая позволяет выбрать нам порядок выхода героев из города. В новом интерфейсе она находится сверху, под уровнем героя в виде двух рыцарей с шестеренкой настроек. Тут мы можем выбрать очередь выхода героев из дома мобилизации, на поля, подкрепления и атаки городов. Очень удобно поставить сначала боевых героев, а потом уже сборщиков. Теперь рядом с этой кнопкой добавили еще одну, которая отвечает за порядок солдат в отряде. Например, вы себе настраивали построение и случайно поставили ледяных фениксов по центру, а титанов сбоку. И вам необходимо это поменять, и чтобы не убирать полностью два стака, мы заходим в эту функцию и просто выбираем, меняем их местами. Не знаю, насколько часто будут использоваться эти функции, но то, что они полезны, это 100%. Следующим пунктом идет оптимизация поединка силы. Особых изменений мы не заметили. Возможно, имелась в виду ранее добавленная кнопка подарка, с помощью которой мы можем докупить недостающие итемы для закрытия поединков силы. Далее оптимизация декорирования. Переходим в меню редактирования. У нас появились вверху возле в наличии также настройки и частые. В настройках мы можем выбрать скины, которые используем чаще всего. Пока что можно выбрать 5 скинов. После выбора нажимаем галочку возле частых, и нам показывают только те скины, что мы выбрали. Аналогично для похода, шильдика и славы. Кроме этого, появилась кнопка обзора, при нажатии на которую мы видим, как будет выглядеть замок на карте. Аналогично, опять-таки, с походом, шильдиком или славой. Следующий пункт связан с мощью Элари. Теперь в экспедиции мы можем менять свойства и юнитов в нем. И последнее — это снежный ребенок. Данного зверя добавили в предложение зверя
вот здесь. Вот мы можем выбрать снежного ребенка. Также хотела бы обратить ваше внимание на правила, которые прописаны в разделе помощи, в центре помощи игрокам, в Service Agreement. Они прописаны отдельно от политики конфиденциальности и пользовательского соглашения. Пожалуйста, самостоятельно прочтите их и будьте осторожны. На этом у меня все. Напишите в комментарии, было ли вам полезно видео и о чем еще вы хотели бы посмотреть. До свидания.